Они были гордостью Советского Союза. Семья Овечкиных. Мать-героиня Нинель и ее талантливые сыновья. Джазовый ансамбль «Семь Симеонов». Их показывали по телевизору, о них снимали документальные фильмы. Идеальная картинка счастливого социалистического детства. Но никто не знал, что за фасадом этой улыбчивой семьи скрывается настоящий ад. А в футляре от контрабаса, который они бережно несли в самолет, лежат не музыкальные инструменты, а 2 обреза, 100 патронов и самодельные бомбы. 8 марта 1988 года вместо концерта в Лондоне они устроят кровавую бойню на военном аэродроме под Выборгом. Почему любимцы страны решили угнать самолет и убить себя? Это история самого безумного побега из СССР. Чтобы понять этот безумный план, нужно взглянуть на их жизнь изнутри. Иркутск. Частный дом, огромное хозяйство и 11 детей. Глава семьи – Нинель Овечкина. Женщина с стальным характером. Муж умер рано, и она одна тянула эту огромную семью. Она понимала, единственный шанс выбиться в люди – это музыка. Детей муштровали часами, дисциплина была жестче, чем в армии. И это сработало. Ансамбль «Семь Симеонов» стал сенсацией. Они побеждали на конкурсах, поступили в Гнесинку, ездили в Москву. План был дерзким и наивным одновременно. Улететь рейсом внутри страны, а в воздухе заставить пилотов сменить курс на Лондон. Они начали распродавать вещи из дома, скупать золото и теплую одежду. Но главное – оружие. Старшие братья купили 2 ружья, перепилили их в обрезы, изготовили самодельные бомбы. Как пронести арсенал на борт? В 1988 году досмотр был, но не такой, как сейчас. Овечкины знали, контрабас слишком большой для рентгеновской ленты. Его досматривали вручную. Расчет был на их известность. «Мы же Овечкины, артисты», — улыбались они сотрудникам аэропорта. И их пропустили, без проверки. 8 марта. Рейс Иркутск-Курган, Ленинград. На борту 170 человек. Когда самолет подлетал к Вологде, старшие братья Василий и Олег встали с мест. Они передали стюардессе Тамаре Жаркой записку. В ней было написано: «Следовать в Англию, Лондон, не снижаться, иначе самолет взорвем». Для убедительности они достали обрезы. Пилоты заблокировали дверь в кабину и связались с землей. Ответ был категоричным – за границу не выпускать. Но топлива до Лондона не хватит, нужно садиться. Экипаж пошел на хитрость. Они сообщили террористам, что нужна дозаправка в Финляндии, в городе Котка. На самом деле самолет сажали на военном аэродроме Вещево, недалеко от границы. Чтобы обман не раскрыли, на аэродроме закрасили надписи на русском языке, а солдат переодели в гражданское. Но все пошло не по плану. Когда Ту-154 коснулся полосы, кто-то из братьев увидел в иллюминатор солдата в советских сапогах с автоматом. «Это не Финляндия! Это совок!» – закричал один из братьев. Началась паника. Овечкины поняли, что они в ловушке. Они потребовали немедленного взлета, угрожая начать расстреливать заложников. Первой жертвой стала стюардесса Тамара Жаркая. Ее убили выстрелом в упор. В это время начался штурм. Группа захвата действовала непрофессионально. Они ворвались через кабину пилотов, открыли беспорядочный огонь. Пули летели в пассажиров. Поняв, что мечта о Лондоне рухнула, Нинель Овечкина отдала свой последний приказ. Самый страшный приказ матери в истории. Она скомандовала сыновьям убить ее и покончить с собой. Василий застрелил мать. Затем старшие братья Василий, Олег, Дмитрий и Александр по очереди совершили самоубийство. Перед смертью они подожгли бомбу. Салон самолета охватил огонь. Люди, задыхаясь в дыму, выпрыгивали из аварийных люков прямо на бетон. Итог семейного концерта. 9 погибших, 5 террористов Овечкиных, стюардесса и 3 пассажиров. 19 человек ранены. Самолет сгорел дотла. В живых остались только младшие дети и 2 старших – 28-летняя Ольга и 17-летний Игорь. Их судили. Ольга получила 6 лет, Игорь – 8.
Они утверждали, что во всем виновата мать, которая подавила их волю. Эта история разделила страну. Кто-то проклинал Овечкиных, называя их чудовищами. Кто-то жалел, считая жертвами системы. Но факт остается фактом. Желание красивой жизни и материнское тщеславие стоили жизни невинным людям. Семья, которая хотела играть джаз в Лондоне, сыграла свой реквием на военном аэродроме под Выборгом.